Армения перевооружается. Почему Ереван делает ставку на Запад, а не на Москву? Уверен, многие задавались и задаются до сих пор этим вопросом. Плюс ко мне обратились с этим вопросом в личные сообщения. Мне, конечно, хотелось быть лаконичным, но здесь не получится. Так вот, когда-то Армения полностью зависела от России в вопросах обороны. Но сегодня мы наблюдаем кардинальные перемены. Ереван целенаправленно диверсифицирует свои военные связи, а российское влияние на вооруженные силы страны ослабевает с каждым днем. Совместные учения с НАТО, контракты на поставки вооружений из Европы, военные соглашения с США. Армения строит новую систему безопасности, где Москве не осталось места. Если еще пару лет назад тема взаимодействия Армении с Западом в военной сфере казалась далекой перспективой, то сейчас это реальность. В мае армянская делегация во главе с заместителем начальника генерального штаба Артуром Яраяном посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где были согласованы программы сотрудничества на 2024-2025 годы. В Армении уже прошли совместные учения с американскими военными. Вспомните вопли азербайджанского агитпропа об этом. А армянские военнослужащие приняли участие в натовских маневрах «Храбрый воин» в Венгрии. Еще один важный сигнал – активизация двусторонних контактов с европейскими государствами в оборонной сфере. Франция уже совершила поставки вооружений Армении и ведет дальнейшие переговоры с Ереваном о будущих поставках. А в Брюсселе обсуждается возможность более глубокого военного сотрудничества с Европейским Союзом. Почему это важно? Все просто. Ереван больше не верит в российскую военную помощь. Самолеты без ракет и невыполнение двухсторонних контрактов из-за войны в Украине – один из ключевых моментов в этом деле. Также опыт Нагорного Карабаха показал, что в критический момент Москва предпочтет игнорировать обязательства и заниматься своими интересами. Я уже не говорю об оккупации суверенных территорий Армении в 2021 и 2022 годах, когда Ереван обратился за поддержкой к ОДКБ, но в ответ получил пустые заявления и бездействие. Теперь же страна выстраивает отношения с теми, кто реально способен помочь. ЕС подтвердил свою готовность поддерживать Армению в вопросах безопасности и реформировать ее оборонный сектор. НАТО предлагает новые форматы взаимодействия, а США уже называют Ереван стратегическим партнером, пока не в полном объеме. Но это поправимо. Конечно, Россия не в восторге от происходящего. В Кремле понимают, что потеря Армении в военной сфере будет означать окончательное ослабление российского влияния на Южном Кавказе. Москва может попытаться давить на Армению экономически, ограничить поставки вооружений, но этот процесс уже необратим. Армения больше не собирается быть вассалом Кремля и делает ставку на собственные интересы. Финальный разрыв с российской системой безопасности – лишь вопрос времени. Армения уже перешла точку невозврата, и теперь перед ней открываются новые возможности, где главными союзниками становится Запад, а не умирающая Российская империя. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Азербайджан во вмешательство в дела ее территорий из-за поддержки Парижем Армении. Франция в последние месяцы подверглась неприемлемому вмешательству со стороны Азербайджана на большинстве своих заморских территорий, особенно в Новой Каледонии, где Азербайджан пытался разрешить свои собственные непонимания того факта, что мы защищаем международное право и Армению, заявил Макрон. А также он добавил, что Россия поддержала действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, изменив свои альянсы, поддержав агрессию против Армении. В Армении, где Россия, внезапно изменив свою внешнюю политику, поддержала действия Азербайджана, потому что впервые у Армении появился решительный премьер-министр, который не поддавался ей. Заявление Макрона показывает, что Франция на нашей стороне есть и будет. Такие союзники не предают, а доказывают свою поддержку и заслуживают доверия народа своими действиями. У нас есть общие интересы, история и культурные связи, которые остаются неизменными. Все это становится возможным, если у власти в Армении находятся люди, искренне стремящиеся к созданию сильной и независимой страны. Эммануэль Макрон в своем выступлении обещал, что Франция не откажется от поддержки сирийских курдов, поскольку не питает иллюзий после смены власти в Сирии. Французский лидер также назвал курдов Роджавы борцами за свободу, которые сражаются против экстремистских группировок в Сирии.
Поскольку Макрон выразился обобщенно, не упомянув конкретно только ИГИЛ, есть основания полагать, что он имел в виду также турецкие и протурецкие террористические группировки. Минобороны Азербайджана распространило ложное заявление о том, что якобы вооруженные силы Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций в районе Бердзора. Не случайно, что с самого первого постпраздничного рабочего дня 2025 года азербайджанская государственная пропагандистская машина запускается с фальсификацией. Если к этому добавить явно воинственное содержание новогоднего послания Алиева, а также тот маленький инцидент, когда азербайджанская пропагандистская машина по указанию из одного центра удалила заявление Пашиняна с соболезнованиями, пазл складывается. Алиев с самого начала 2025 года готовится спровоцировать новую волну напряженности в регионе, в перспективе пытаясь довести дело до новой вооруженной агрессии против Армении. Анализируя предыдущее поведение Баку, мы можем с уверенностью утверждать, что в течение ближайших 1-2 недель Минобороны Азербайджана будет распространять почти ежедневно аналогичную ложь о якобы обстрелах со стороны вооруженных сил Армении. Все, как на Западе, так и в регионе, прекрасно владеют ситуацией, знают, что слухи, распространяемые Баку, однозначно являются ложью. Эти сфабрикованные заявления настолько бессодержательны, что Баку упорно не реагирует на предложение о внедрении механизмов расследования нарушений режима прекращения огня, что просто лишит азербайджанскую сторону возможности распространять ложь. Мы уверены, что в обозримом будущем алиевский режим продолжит такое поведение, имея цель прибегнуть к агрессии против Армении на фоне создавшегося удобного момента. Мы понимаем, война неизбежна. Поэтому нужно действовать решительно. Например, можно было бы подключить к европейским наблюдателям наших военных, особенно ветеранов. Они знают все холмы, входы и выходы. Почему бы им не быть рядом с наблюдателями? Это наша территория, и мы вправе решать, кто здесь должен находиться. Не стоит слепо верить заявлениям политиков. Чаще всего их слова нужно понимать наоборот. Но есть очевидная истина. Мы должны быть готовы к войне. 2025 год станет одним из самых сложных и опасных, но именно этот год станет поворотным и судьбоносным, как для нас, так и для Азербайджана. Нельзя забывать, что Азербайджан действует в тесной координации с внешними врагами Армении, то есть с Россией и Турцией. Идея о холодных отношениях между азербайджанцами и Россией после сбитого азербайджанского самолета над Грозным – это, скорее всего, лишь игра, направленная на то, чтобы обмануть армянское общество. Нам нужно сохранять ясность ума и не поддаваться на провокации, укрепляя свои позиции и готовясь к любому сценарию. В конце только одно скажу. Россия и Азербайджан – союзники, и они вместе планируют все военные провокации по отношению к Армении. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.